Всем привет! Сегодня я к вам с греческим пирогом из теста фило с сыром фета и шпинатом. Очень-очень просто делается. Главное не забыть про разные мелочи во время приготовления. Он у меня еще вот горячий, но я обязательно вам покажу, как он выглядит в разрезе, как только остынет. Аромат потрясающе идет. Очень вкусная начинка. Основные ингредиенты для этого пирога – это шпинат. Вот здесь вот у меня где-то 300 граммов шпината, но его нужно сейчас я заливаю водой, чтобы убрать всю пыль, там, может быть, жучки какие-то попадаются, помыть. И вот эти вот палочки у каждого листочка, я их тоже обрежу, потому что они достаточно грубые, и даже если вот их поджариваю чуть-чуть, они не нужны. Сыр фета 300 граммов, лук, 4 зубчика чеснока и, конечно же, тесто фило. Тонкое тесто 500 граммов. Хранить только вот все время, даже работать буду, работается с тестом быстро, потому что оно сохнет. Поэтому ни в коем случае не вытаскивайте его из пакета до конца. Первым делом режу лук кубиками и чеснок тоже мелкими кубиками. Я вот так вот ставлю стопочкой несколько листиков чистых, отрезаю все вот эти корешки, их убираю, а сами листья режу просто вот в хаотичном порядке. Можно на кубики, на такие не сильно мелкие вот кубики. Нарезаю и складываю в тарелку. И все вместе вот получится как раз, если 300-350 граммов у вас шпината с корешками, то примерно чистых листьев получится где-то 250 граммов. Вдруг у вас листья продаются уже чистые, нормальные, не надо с ними возиться. Лук кубиками порезала, на растительном масле чуть поджариваю до золотистого цвета. Вот лук начал поджариваться, 4 зубчика чеснока я нарезаю кубиками. Можно выдавить чесноковыжималкой, но я люблю чеснок нарезать кубиками, тогда он лучше чувствуется. Буквально вот несколько секунд перемешать, чтобы чеснок отдал аромат в масло. И кладу, вот такая вот тарелочка у меня получилась со шпинатными листьями. И буквально вот 2-3, ну ладно, максимум 4 минуты на среднем огне. Нужно, чтобы листья стали мягче. И больше зажаривать, поджаривать листья не нужно. Через минутку буквально половина пучка укропа. Ну, если большой пучок, то тогда треть. Укроп дает очень классный аромат. Перемешаю. Сразу же пару щепоток соли. И вот весь сок должен, вся вода выкипеть. И чуть-чуть прихватить листья. Выключаю, перекладываю в отдельную посудину. И даю немножко остыть. Сыр фета натираю вот на крупной терке 300 граммов. Кладу к шпинату, чуть подостывшему. Перемешиваю вилкой, самое удобное. Перчу. Я прям хорошо так перчу. Кладу 2 щепотки орегано сухого. Обожаю орегано. И все-таки у нас греческий пирог. Отдельно вот разбиваю одно яйцо, наливаю половинку пачки, у меня половинка пачки 125 миллилитров сливок. Сливки для готовки. Всего мы используем в пироге 250 как раз миллилитров по одну пачечку сливок. Они нам еще понадобятся. И 2 яйца приготовьте. Но пока здесь вот по половинке. Яйцо и сливки. Перемешиваю и выливаю в начинку. Нам еще эта посудина понадобится. Опять хорошо перемешиваю. И вот сейчас нужно попробовать на соль. Шпинат я посолила уже. Фета, она тоже соленая. Поэтому иногда бывает, что соли уже добавлять не нужно. Но это уже дело вкуса. Поэтому вот сейчас на один зубок попробуйте. Нужно подсолить, значит подсолите. Начинка должна быть просто вкусной. Вот мне солить ничего не надо, достаточно. То есть соль я не добавляю. Все, начинка готова. Перед тем, как начинать работать с тестом, я сразу же вот сюда же, где взбивала яйцо со сливками, приготовлю еще одну партию сливки и одно яйцо. Нам оно понадобится для заливания пирога сверху. Так как тесто фило быстро сохнет и становится хрупким и может начать крошиться, поэтому я заранее вот это все подготавливаю.
И подготовила, чтобы посыпать кунжутные семечки. Просто белые, можно черные взять, кунжутные семечки. Растопила граммов 80 вот здесь вот у меня сливочного масла. Оно нам понадобится для смазывания коржей. И где-то 1 ложку столовую добавляю оливкового. Вот вместе оливковое и сливочное масло, мне кажется, получается вкуснее. Но можно использовать только растительное оливковое масло. Растительное, оливковое, неважно какое. Но так вот вкуснее получается. Можно только сливочное вообще. Все готово. Собираем пирог. Духовку разогреваю на 180 градусов. Она должна быть хорошо разогретой и готовая к тому, когда вот закончим с пирогом, сразу же ставим, чтобы тесто фило, опять же говорю, не сохло на столе. Хорошо все смазываю, и края, и весь противень, форму можно любую взять. Все хорошо сначала смазываю сливочным и оливковым маслом. Выкладываю сюда первый слой теста. Хорошо смазываю. Все нужно работать очень быстро здесь. Вот он у меня какой-то порезанный здесь оказался. Кто-то его порезал. Тесто бывает иногда не сильно тонкое. Зависит от того, кто производитель. Сверху кладу второй слой. Так, чтобы края вот набегали плотненько. Если у вас очень, вот у меня прям вообще как салфеточка тоненькое тесто, то делаю 3-4 слоя. Опять все смазываю хорошо. Промазываю каждый слой. И с боков, конечно же. Скажете, что много масла? Нет, немного. Оно впитается, такое тесто тонкое, и оно тогда будет нежным. Еще один. Ничего страшного, если оно у вас здесь немножко кривовастеньким будет. Абсолютно ничего страшного. Главное хорошо промазать, тогда будет сочным пирог. Ну вот от того, что у меня очень тонкое тесто, так я делаю 4 первых слоя. Видите, попалось какой-то не очень качественный рулон, что он у меня немножко уже порезанный в рулоне. На вкус это не влияет. Самое главное. Выкладываю половинку всей начинки. Раскладываю. Кладу слой теста. Смазываю. Еще один слой выкладываю. На него теперь оставшуюся начинку также распределяю. И выкладываю еще 3 слоя, также смазывая каждый слой. И теперь вот так вот смазывая края, накрываю в хаотичном порядке. То есть вот краешки, которые свисают, их тоже нужно вот так вот смазывать и накрываю. И вот смотрите, там, где у меня разделение было с вторым слоем начинки, накрываю здесь же вот так вот с краю, а все остальные краешки, все, начинку ту закрыли, а вот эти вот, допустим, я их просто порву и использую их на серединку. Сначала промажу. И вот так вот в хаотичном порядке положу на серединке, чтобы края не были сильно толстые. Цель в этом. Вот так прям отрываю. Вот мне хватило даже граммов 350 этого теста. Потому что тесто здесь у меня очень-очень тонкое. Оно на самом деле бывает разное, разной тонкости. Поэтому все зависит. Сейчас из этого теста сделаю какой-нибудь штрудель с яблоками. Тоже будет вкусно. Просто яблоки смешаю с сахаром и положу туда. Заверну рулетом и все. И вот самый последний слой, который я его тоже здесь делаю уже с боков, чтобы пирог аккуратно
открывался из боков. То есть вот я его уже не отрываю, а делаю края из него. Все, и ровно вот все сливочное масло у меня уходит на это. Теперь придам вот так вот воздушность и товарный вид пирогу. Чуть-чуть его, чтобы было более красиво в готовом виде. Возьму шпажку просто для шашлыков деревянную и немножко сделаю вот такие вот проколы, чтобы яйцо со сливками сейчас буду заливать, оно попало также и вовнутрь. Последние штрихи посыпаю кунжутными семечками. Поливаю вот так вот ложкой, все не выливаю в одно место. Распределяю немножко сливки и яйцо. Опять же, если вы хотите, чтобы корочка у вас была хрустящей прям, то тогда сливки с яйцом не надо сверху поливать. Я это делаю, потому что я люблю, чтобы оно был более нежный пирог, да. Я не люблю, когда вот, сильно хрустящее тесто фило, прям как пластмасса, на мой вкус. Есть люди, которые любят именно вот, чтобы было хрустело. То тогда не поливайте. Просто ставьте в духовку и все. А если любите, чтобы более нежная структура была, то тогда лучше полить. И ставлю в хорошо разогретую духовку вот эту всю красоту на 45-50 минут на 180 градусов. 50 минут у меня простоял пирог в духовке, и видите, я его не сильно зажариваю, чтобы он не был прям такой зажаренный и тогда грубый сверху. И последние 15 минут я его накрыла фольгой, просто положила сверху лист фольги. Тогда он получится нежный. Даю вот сейчас полностью остыть, и уже когда буду разрезать, покажу, как он выглядит внутри. Делайте такой рецепт, делитесь рецептом этим с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо. Это очень приятно.